Наш благотворительный фонд организован с целью улучшения социально-экономического положения в обществе посредством повышения эффективности системы образования. Мы занимаемся разработкой образовательных программ по 3 основным направлениям: знания о человеке, знания об окружающем мире, формирование образа счастливой, крепкой семьи. Учебные программы, которые разрабатывает наш фонд, состоят из современных учебных пособий для учащихся 1, 11, 12 классов общеобразовательных школ, видеоуроков нового формата к каждому уроку учебного пособия, специальных программ прикладного компьютерного обеспечения, индивидуальных программ обучения и повышения квалификации педагогического состава, технического оснащения классов и экспериментального оборудования для практических занятий. Наши учебные программы включают 3 базовые дисциплины: здоровый человек, современная семья, наш мир. Раздел «Здоровый человек». Исходя из проведенных нами исследований во многих странах, мы можем сделать вывод, что человечество на сегодняшний день не справляется с общей тенденцией распространения заболеваемости. Справочник и классификатор с новыми видами болезней пополняется каждый год. Обратите внимание, ежегодно появляются десятки новых вирусов и болезней. И, к всеобщему сожалению, многие заболевания являются неизлечимыми. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего лишь 9 болезней ежегодно уносят жизни почти 40 миллионов человек. Такая печальная статистика должна заставить нас не только проснуться, но и задаться вопросом: почему так происходит? Почему люди изучают правила дорожного движения, получают права и только потом садятся за руль автомобиля? Если же каждый из нас будет ездить, как ему захочется, то на дорогах будет царить хаос, и это приведет к остановке всего движения. Скажите, почему каждое бытовое устройство — компьютеры, стиральные машины, принтеры, кондиционеры — имеют инструкцию по эксплуатации и использованию? Ведь без инструкции и правил мы не сможем этим пользоваться. Скажите, а в каком учебном заведении мы изучаем и получаем инструкции и правила пользования нашей собственной системой? Да, печально, но ни в одном учреждении не обучают людей тому, как они устроены, не дают инструкций. А ведь человек — это система, и любая система имеет свое устройство, которое мы обязаны знать и уметь им управлять. Наши учебные программы основаны на фундаментальных принципах. Мы даем минимальный набор знаний о нашем устройстве. И самое главное, эти знания преподаются на обычном бытовом языке, что позволяет любому человеку понять самую сложную систему. Мы учим пользоваться нашими эмоциями, чувствами и организмом в целом, как одной единой системой. И только тогда, когда ученики будут знать устройство системы, они смогут понять причину возникновения болезней. А понимая причины, каждый получит инструкцию, как ею управлять. И такая методика самопознания, самоконтроля, самоуправления позволит предотвращать разные виды заболеваний. Раздел «Современная семья». Мы провели многоуровневые исследования в разных странах. И по статистическим данным, в среднем по всему миру 60-65% семей, браков, распадаются. Обращаем особое внимание, что механизм под названием «семья» или «брак» — это основа жизнедеятельности на Земле. Люди создают семьи, у них рождаются дети, новые люди, новая жизнь.
Если нет семьи, нет продолжения жизни на Земле. И каждый из нас получил свою жизнь через механизм под названием «семья». Задумайтесь, на сегодняшний день такой важнейший инструмент, как семья, находится в состоянии распада. Данный механизм не работает и доживает свои последние дни. Именно поэтому статистика распада семей, браков неуклонно растет с каждым годом. Согласитесь, что 60-65% – это очень много. Почему это происходит? Как исправить данное положение? Наши образовательные программы и являются совершенно новой системой, которая основана на двух фундаментальных принципах. Мы выявляем причины и раскрываем их с разных сторон. Мы прописали совершенно новые технологии, которые помогают в формировании будущих жен, матерей, мужей и отцов. Данное формирование должно происходить не на бытовом уровне, дома, в семье или на улице. Формирование современной, качественной семьи должно проходить в учебных заведениях, и это требование должно быть обязательным. Только в таком случае мы получим ожидаемый результат. Раздел «Наш мир». В данном направлении «Наш мир» мы сделали упор на два базовых принципа. Первый. Мы представили наш окружающий мир в его обширном, реалистичном формате. Ведь многие из нас думают, что те знания, которые они имеют сегодня, и есть наш окружающий мир. Представьте, что более 50% людей не выезжали за пределы той местности, в которой они родились. Мы же показываем магнитное поле Земли, магнитное поле человека, строение молекул, Антарктиду, Арктику, смещение магнитных полей Земли и изменение их структуры, воздействие солнечных лучей на Землю и на людей и многое другое. Существует очень много всего, что нас окружает, с чем мы сталкиваемся каждую минуту нашей жизни. Но мы, к сожалению, очень мало знаем об этом. Такой подход заставляет развивать самостоятельно собственное мышление и изучать окружающий нас мир. Второй. Мы с помощью специальных программ обучаем самостоятельно замерять уровень своих знаний и оценивать необходимость их пополнения и в какой именно сфере. Современный мир требует постоянного развития. И наши программы являются тем самым механизмом, который позволяет каждому человеку в его базовых знаниях соответствовать современному динамично развивающемуся миру. Предлагаем вашему вниманию пример всего лишь одного урока. В целом же планируется производство 700 таких уроков. Давайте отправимся в путешествие по нашей планете. Сейчас мы поднимаемся настолько высоко, чтобы посмотреть, как выглядит наша Земля сверху. Мы видим наш дом, улицы и машины. Мы видим наш город, реки и поля. Мы хотим разглядеть нашу Землю с высоты так, как ее видят птицы. Это наша Земля. А сейчас вы увидите, как выглядят моря и океаны. Это место находится на другой стороне нашей планеты. Тут очень тепло и почти всегда светит солнце. Поэтому тут другие растения и такие интересные животные и птицы. Здесь никогда не бывает снега. Здесь растут бананы. Их тут собирают и везут к нам в магазин. Люди в этих местах с темной кожей. Тебе интересно узнать, почему? Мы уже говорили, что здесь ярко светит солнце, и поэтому кожа у людей темная.
Испокон веков яркое солнце делало кожу людей темной. И из поколения в поколение черты внешности передавались от клеток родителей к клеткам детей. У каждого человека внутри есть такие клеточки, и они всегда передают информацию. Посмотрим на эту клеточку внимательнее. Благодаря клеточной памяти у котов рождаются коты, а не собаки, а у слонов – маленькие слоники. Поэтому дети всегда похожи на своих родителей. А теперь мы переместимся в другое место нашей Земли. Здесь всегда очень холодно и лежит снег. Но тут тоже живут люди. Они катают своих детей на санках, потому что снега тут всегда очень много. У этих людей другие дома. Тут живут совершенно другие животные. Здесь часто дует сильный ветер, поэтому у людей, которые здесь живут, глаза уже, чем жителей других мест на Земле. Информация об этом тоже передается через клеточки от родителей к детям. И у нашей семьи есть такие же клеточки. Они хранят и передают информацию о том, какими должны быть дети. Мы живем в месте, где нет постоянного снега и постоянной жары. Поэтому наши внешние черты не похожи на черты людей, которые живут в других точках Земли. Нашей семье много-много лет. Эта клеточка с памятью о нашей семье переходила от бабушек и дедушек к вашим родителям, а родители передали ее вам. Вы передадите эту клеточку вашим детям, но уже внеся в нее историю вашей жизни. Все семьи разные, у каждой семьи своя история. А из истории всех семей складывается история человечества.